Так, раз, два, три, четыре, пять. Все. Заработал. Работает. Так, стрим. Всем доброе утро. Да. Решил чуть-чуть прокатиться. Встряхнуть пыль с этой игры. Пока не забыл, как это работает. Как это вообще делается. Так. Всем добро пожаловать на трансляцию. Need for Speed хитрый. Хитяра. Как говорят в народе. Долго грузится что-то. Но. Итак. Раз, два, три, четыре. Погнали. Нокс. Красота. Че тут с гаража выезжают? Это намного быстрее и мощнее. Вот пару раз не включаешь, и потом прям... Да, чуть-чуть решил. Привет. Да прям полчасика. У меня потому что еще много чего не пройдено. В принципе, есть такие... Что-то пройдено. Пока не забыл, как здесь кнопки нажимать. Перед работой. Доброе утро. И тебе? Ты уже на работе или только проснулся? У меня еще минут 40 и надо arbeiten. Здесь, конечно, прям мощь, разгон, вот это вот все прям... Так, ну-ка уйди. 6. Только проснулся, ничего себе. А ты во сколько на работу-то идешь? Так, снова мне там, кстати, звук как с микрофоном. Мне тут не дублируется так толком. Так, Не, пока я не забыл, как тут что работает, решил включить. Я работаю только по субботам. Суббота, воскресенье только. В 6 вечера тебе на работу? Да, маловато будет. Нет, я начинаю в 2, так мне надо целый час сюда работы ехать. С 2 дня до 12 ночи примерно. А завтра, послезавтра у меня выходной. Ну что такое не включается? Смотри, крутится игра, а гонка не стартует. Че, хит завис, что ли? Смотри. Ха. Я нажимаю любую клавишу и по барабану. Да. Вот так вот. Я сейчас ничего не могу сделать. Но любую кнопку жму, вон. Баги. Может быть, да. Завис чуть-чуть. О, заработало вроде бы как. Просто охота на вот этой вот ласточке прокатиться почему-то, не знаю. Как она мне нравится. Это прям вообще...
Есть что-то в этом автомобиле. Вот строили в то время автомобили такие с душой, с любовью. Не то, что сейчас. Ну-ка. Мне кажется, зависло, потому что я нажал гонку, чтобы онлайн кто есть. То есть всех позвал, скорее всего. А где мне... А, вот. Нашел кнопку. Если я уже начал кнопки забывать, из-за этого я включил ее между делом. Вот это да, вот это мощь. Да-да, Bayerische Motorenwerk, да. BMW. Bayerische Motorenwerk, да. Последнее мне как бы реально, ну не мое. Вот эти вот старая техника. Уже тоже, блин, годы идут. Уже пару лет в обед вот этим М-кам. Но это моторы, которые, блин, хрен так просто убьешь. У них есть какая-то душа, сила, мощь. Все сразу, да? Давай налево. У меня вон вот эта тяга. Что-то я расслабился. Сейчас я в чатик пока не буду смотреть минутку. Вот видишь, я не играл в эту игру сколько? Недели 2-3. Вообще ее не включал, наверное. И все, забыл, как рулежка работает. Вообще это все. Вот так вот. Да, ну, М5, да, но мне М5 больше нравится почему-то старая. Как ни крути, вот, которая у тебя была на днях в игре. Какая там, 38, нет. Е38, наверное, это считается модель, или как там правильно сказать. Я уже не знаю даже. Ну, короче, ты понял. Где еще 8 цилиндров, вот это вот старая, 4 литра мотор. Почему-то я ее люблю. F-ка модель тоже, 10 цилиндров, пятерочка, тоже классная штучка. Пушка-гонка, которая, в принципе, очень тоже клевая. Ее вовремя недооценили, а потом вообще убрали с производства. А последние вот эти вот турбированные уже не то. А, Е39, да, сорян, 39. 38 это была БХ-7. Да-да, Е39, вот эта вот М-ка прям... У нас до сих пор еще есть несколько штук здесь в районе. И в настоящем, в нормальном состоянии. И когда ты видишь эту тачку на дороге, это прям класс. Класс. Да, вот это М5 именно 2005-2006 года. Вот это 10 цилиндров. Это нормально. Но Skyline лучше. Почему-то. Skyline, вот Subaru Impreza. Я люблю, видишь, больше японские машины почему-то, не знаю. Как поначалу было дело. О, Костя, привет. Да, я что-то давно эту игру не включал. И начал столбы сшибать тут прям один за одним. Да, работай. Работай не только по выходным, но и среди недели, и тогда купишь. Sky очень дорого стоит. Skyline цены взлетели прям как-то поднебесье. После этого фильма «Форсаж», то эта машина никому нужна не была, а тут теперь, блин, ужас. Их либо здесь... Не, меня не надо. Ты скажи, их либо Skyline. Вот так вот. Их либо Skyline. Так, ну и что играть? Не хочешь включаться в меню, а? Я Sky, если что. Да. Ну ё-моё. Смотри. Алло, Need for Speed. Да, включил поиграть, короче. Я буду теперь, наверное, полстрима сидеть, смотреть, как камера вокруг Бэхи крутится. Это не смешно. Подожди, сейчас мы сделаем кое-что. Копы тебе покоя не дадут за такие... Да. Но я специально включил гонку, где днем. Потому что копы ночные, лютые.
Если в ночью включу гонку, тогда да. После 2 столбов копы уже за тобой летят. Особенно если машину где-нибудь зацепил, то точно они за тобой поедут. Да, подвис. Вот уже у меня до этого перед гонкой вот так вот крутилось. И сейчас опять 25. Я чувствую, вентилятор так гудит прям жестко. Что происходит? Что, мне игру перезапустить, что ли? Ну-ка, сейчас мы игру. О, ожил? Ожил? Игра, ты ожил? Или не ожил? Нет. Игра задумалась. Нажала, и она опять, короче. Так, ладненько. Что мы с ней будем делать? Выключим ее совсем, да? Мы жестко с ней будем поступать сегодня. Так, игра. Отставить. Что за шуточки такие? Ай, у меня обновление. Crew Among... Нет. Хороший вопрос. Насчет SSD или HDD. Я сейчас тебе не могу сказать. Ну, подожди. Да, нам мне надо на HDD. Это игра, скорее всего. Я так думаю. Стимовская. Да. Да, у нее что-то это... Вот, заработало. Подожди, монитор. Включил. Окей. Посмотрим, сейчас заработает, не заработает. Да, я хотел себе еще один диск поставить такой, но что-то то денег нет, то времени нет. Купил такую коробочку, где вот этот SSD диск поставить. У нас даже SSD диски уже отходят потихоньку на второй план. То есть уже SSD дисков много не осталось. И вот у меня такая коробочка есть, где вот, ну, для этого SSD темы всей этой, да, вот купил. То есть вставить здесь этот жесткий диск в эту коробочку, но его будет как большой такой USB, или как это назвать правильно, я не знаю, portable. Дело в том, то, что место на компьютере заканчивается, видеофайлы для монтажа много занимают, чересчур иногда. Да, сейчас еще все больше видосов 4К, и, соответственно, места много не остается. Ну и пару игр, причем пару игр сделал, да, вообще. SSD M2, да, M2 четкая штука для особенно тяжелых игр. Да, M2 классная штука, но M2 платина, мне только показывали парочку. Тимыч, привет! Показывали только парочку, где M2, что они не выжили, а так в основном, ну, они нагревали сильно. SSD, я у специалиста смотрел, где покупал компьютер, запчасти, все. И, блин, SSD-шники тоже классная штука. Там есть как бы у них свой срок. Винда на M2, да. Windows у меня тоже на M2. Но у меня просто еще программа параллельно работала. Может быть, из-за этого завис. Я не знаю. Может быть, из-за этого, скорее всего. На M2, да, благодаря этой платине, там такая плашка, блин, и лайк занес хорошей игры. Спасибо. О, Dark Fox, здорово. Алекс, привет. Гараж. Давай выйдем на карту, надо посмотреть. Не, я так включил чуть-чуть перед работой, вообще без каких-то, да, мыслей там или что. Если кто хочет присоединиться, конечно же, welcome, но я недолго буду, да, потому что мне надо на работу скоро. Это так вот, чисто спортивный интерес, ребят. Включил, нужно прогреть, как говорится, напомнить, как вообще ездит классно тачки в хите. Вспомнить звук вот этот вот мощности BMW M3.
Короче, да, SSD я... SSD на терабайт подыгрываю. У меня SSD стоит на терабайт, она раздербанная, потому что там, блин, видео файлы и вся эта тема. Я, скорее всего, сейчас это оставлю одно SSD, а буду видеофайлы буду хранить на отдельном SSD-шнике где-нибудь себе. Возьму еще один, туда мои буду заливать видосы. Я не знаю, как это делать, тяжело, да, потому что я вот записывал 2 терабайта, да, она еще стоит до сих пор дорого. SSD 1 терабайт уже стоит меньше, чем 100 евро, в принципе. Но если что, ребят, все, кто покупает SSD-шники новые, покупайте только фирмы Samsung, потому что все остальное это полная хрень. Вот фирма Samsung взял, у них и гарантия намного, и там циклов много переписки. То есть можно за... SSD вообще не любит, когда ты записываешь на нее и стираешь. Вот это вот все. Видеофайлы храни на HDD. Да, вот в том-то все и дело. Мне это тоже сказали, но сразу это не сказали. Я на SSD начал хранить видеофайлы, потому что они приходят и уходят. Kingston, ну да, в основном Kingston ставят в стоке. Ты смотри, я включаю игру, видишь? Он, наверное, долго ищет игроков меня в сети, скорее всего, я не знаю. По-другому это не назвать. SSD долго живут, но они SSD не любят. SSD они не любят, когда вот именно что записываешь и стираешь с них постоянно. Но если посчитать, сколько я записываю и стираю, то есть она все равно проживет. Видишь? HDD это как жесткий диск, то есть там механические запчасти, если SSD этого нет, это как флешка. Вообще хорошо иметь док-станцию. Да, я тоже думал. Тоже вариант. Но SSD, Тимыч, на SSD видеофайлы хранить только те, которые ты не собираешься стирать, потому что SSD-шка не любит, когда на ней постоянно стираешь и записываешь что-то. HDD в этом плане пофигу. Но SSD быстрее подхватывает. То есть я на SSD специально как раз таки видеофайлы закинул. Когда я начинаю фильмы монтировать свои, да, она быстрее все равно программа это все подхватывает. Ну просто Samsung они реально их, чтобы Samsung убить, это долго. VD, вот эти вот Kingston, да, это много ставят их в стоке. У меня тоже в стоке такая одна стоит. M2 флешка, я даже не помню от кого это M2, какой фирмы у меня, но SSD отдельно, который я ставил, состоит у меня Samsung IW860, да. Вот, в том-то и дело, перезапись, все правильно Костя написал, Жмуриков, то есть то, что циклы перезаписи, да, у HDD получается, видишь, HDD боится встряски, потому что у него механические запчасти. SSD это как флешка, у тебя USB. Нет, смотри, я не могу онлайн играть ни с кем. Онлайн не находит, по ходу дела, мне игроков или что, я не знаю. Что происходит? О, господи, что такое, а? Давай подъедем вот здесь. Что-то хит сломался, что ли, игра или что? Давай тогда, короче, сам соло поеду, тогда стартанет. SSD тоже, в принципе, живут долго, понимаешь? Мы посмотрели эти циклы перезаписи, сколько я буду на SSD записывать или переписывать. Мне на один фиг на 5-6 лет хватит, а за 5-6 лет потом все равно придется и комп менять, и все это, да. И вот эти SSD-шники, которые живые, их потом будешь использовать как флешку. Но у меня на SSD сейчас пока все с видео связано. Я буду сейчас еще один SSD покупать, скорее всего. И надо будет, когда я все смонтирую, что у меня есть, потом буду все файлы перекидывать как раз таки на другую жесткий диск. Да, вот. На HDD типа восстановить можно. Это мне тоже один чувак рассказывал, да. А на SSD, если SSD-шник умер, то он умер. Да. Я здесь вот 100% ту же самую информацию я получил от людей, которые в IT работают. Но дело в том, что я говорю, я на SSD записываю сейчас мои видеофайлы, чтобы быстрее их программа подхватывала. Это во-первых. Во-вторых,
что еще? Ну, все. Да, и в будущем есть реально тема такая. Я поставил-то вот именно что на SSD у меня приходит и уходит, а теперь я все сделаю наоборот. На HDD я сделаю приходит и уходит, а на SSD у меня будет в будущем как раз таки вот эти игры сделаю. То есть на SSD хорошо файлы хранить, которые ты вот один раз закинул на комп, там игру какую-нибудь записал, и она там у тебя есть, да, или фотографии. Но SSD-шник реально, мне то же самое один в один сказали, как и Костя пишет. Если SSD умрет, то что-то восстановить, это будет тяжело, смотря как пользоваться. Именно. У меня получается терабайт одна SSD, одна HDD тоже терабайт. И флешка M2, она, не знаю, что-то или 250 гигабайт, или 500, я уже не помню. 500, наверное, на которой как бы M2 у меня стоит под C, то есть Windows и вся вот эта вот тема, да. Но М2 тоже может, короче, крякнуть. То есть М2 крякают последние, там есть уже, я видел крякнутые М2-шки, там, эти флешки. Но чтобы М2 крякнуло, тебе надо там реально перегревать комп, там, я не знаю, заниматься своих естественными вещами какими-то. То есть для нормального пользователя М2 как бы вот на Windows стоит там, да, среднестатистический компьютер, аж запутался. М2 сейчас в основном ставят у нас всех, чтобы у тебя просто тупо быстрее программы реагировали, винда быстрее работала, ну, стартовала вот это вот все, да. Так. Блин. Че у меня покрышки такие скользкие на этой М3? Заносит тачку. Реально уже за пару недель, которые не играл в эту игру, чуть-чуть разучился уже. За этого, наверное, включил повторение, мать учения. 66-67%. Блин, приеду первым или не приеду? Сейчас, короче, у нас тут через недельку, через две черная пятница. Я знаю примерно, сколько эти SSD-шники стоят. Если найду какой-нибудь, я себе все равно возьму этот SSD-шник, чтобы был какой-нибудь на терабайт, там, Samsung как минимум, а там посмотрим. Но у меня как бы HDD у нас вообще уже толком не купить, но какие-то поддержанные я не хочу брать. У тебя на SSD тоже винда стоит? Окей. Так, чатик. О-о-о. Вот, ну М2, да, в М2 скорость, Алекс Фокс, это согласен, в М2 тут только, говорит, сверхъестественными вещами, когда люди занимаются, у них там М2 это тоже нагревается, и это редкий случай прям, то есть я всего там видел, мне показали одну флешку, типа М2 сгорела, там, не выдержала температуры или что у нее там было, я уже не знаю, но дело в том, что это такое, то есть это не что-то такое повседневное, потому что у меня вон сколько компьютер уже, сколько моему компьютеру, 4 года, наверное, уже, да? Как раз я его купил, только эти М2 пошли. Ну, блин. Мне на работу собираться надо. Все, давай, я сейчас тоже, вот полчаса на работу. Всем, блин, во вторую смену я смотрю. Охлаждение, да. Мне кажется, тоже они просто, ну, с охлаждением там пренебрегли, или я не знаю что, или, блин, все, пылью заросло. 306 терабайт звучит. Да. Так, видишь, у меня, короче, вот я теперь понял. Хит. Я уже на работе. Да, вот. Костя, видишь, на работе может спокойно, говорит, сидеть, общаться. Так, что у нас тут еще есть? Интересно, ну-ка, карта Зуман. Штойрунг. Нет, вот этот вот. А, вот так вот. Блин, я уже забыл, что работает чуть-чуть, но надо вспоминать. PS5 купил, М2 уже с охлаждением поставил, загрузка игр на PS5. Да, конечно, ничего себе. Но PS5 они сами по себе, как бы, да, как обогреватели, да, что PS4 у меня у сына стоит, PS5 там. Да, большой кусок алюминия реально
Это уже как бы даже специальные вентиляторы для PlayStation есть, потому что, ну, тупо они запаковали в пластик и там дышать слабовато есть, то есть все же стараются, чтобы она была поменьше размером, чтобы она была красивее выглядела, а потом уже в последнюю очередь, когда кинулись, красиво сделали корпус, а ей там просто тупо жарко всем вот этим вот механическим запчастям, то есть плохо циркуляция, плохая воздуха от этого всего, да, и соответственно это все и гореть начинает, нагреваться, и хрень полная. Вот видишь, да, они с завода, я говорю, я PS5 видел, которые вот просто в стоковом стоят режиме, то есть это прям реально как зимой можно как обогреватель квартиры использовать, потому что реально там так воздух херачит горячий. Проблема, говорю, в том, что все так компактно запихнули вот в коробочку пластиковую, и она просто, все эти чипы, все эти вот рабочая память, она просто варится, жарится там, по-другому это не назвать. Дрифт, дрифт, дрифт. Не, блин, я на ней покрышки поди сменил. Дрифт вообще не получается, хотя ее сразу же восстанавливать на место. Стремно. А чё на ней серваки тормознули? Почему я нажимаю кого-то позвать, у меня все, игра виснет. А? Блин, я вообще на работе в телефон. Если отвлекусь, то все. Да. Ни хрена себе. 5 дополнительных вентиляторов. Ну у тебя там этот не компьютер, а такой большой кондиционер стоит. Не, ну это прикольно. Да, покрышки надо сменить, но в данный момент эта машина мне нужна для скорости. Здесь покрышки менять пока не будем. Если здесь покрышки поменяю, тогда мне вот эти Lamborghini все сделают. А мне это как бы сейчас не на руку. Да, вот эти Hypercars, смотри, что творят. Кёник, всякие Феррари. И я тут на М3 по полям. Драйвер на Бэхе едет к вам. Ну, как она Lamborghini обгоняет. Да, соперники неплохие попались. У меня один ушел. На заправку заехал. Купил себе, как говорится, Red Bull. И поехали дальше. Блин. Сейчас чатик прочитаю. Обязательно, как приеду на финиш, что-то, блин, тяжелый уровень какой-то взял. Догоняет первых троих вообще клево. А, ну он и первый едет. Смотри, я его догнал. Не, М3, конечно, пушка, пацаны. Реально, пушка-гонка.
Поздно тормозить начал. Последний круг, последний круг. Да, 40. Блин, опять перед носом меня проехал. Сам виноват. Ну, второе место хотя бы. У меня комп печка был, да? 30-21, карта 2 на процент. Фига себе! 40-90 видео, карта гараж. Вообще как утюг можно работать. Были видео, кстати, с чипами. Ну да. Но я видел сам два компьютера, где вот водяное охлаждение стоит, все как бы клево работает, но если честно, ну, мне это как бы не нужно. Ну, чем я занимаюсь, мне тут сказали, говорю, я пошел, говорю, вообще надо это водяное охлаждение? Нет, он говорит, смотря чем ты занимаешься, то есть нормально. А вот AMD, да, 8 ядер, прикольно. 65 ватт. Да, у меня вот 6 он. Уже будем брать потом 8 или сколько там, да. Помощнее надо будет. Потому что она... Не. Так, гонка, которой мы еще не ездили. Ну, если он потечет, то будет чуть-чуть мокро. Можно сразу попасть. С другой стороны, нормальный радиатор, то, что ты там в простые игры играешь, ничего сверхъестественного ничего не делаешь, и компьютеру хватает простое охлаждение, вентилятор, большой кусок алюминия, да, все как бы нормально. Не забывать время от времени пыль убирать с него. Мне вообще говорили, повешай этот компьютер под потолок, подвешай, чтобы меньше пыли хавал. Внизу, когда стоит, конечно, как пылесос себя много затягивает. Согласен, да, но пока не получается. Но идея есть такая, реально его под потолок повешать, компьютер. Просто вот эти провода, все будет салат висеть. Минус забор. Блин, у нее звук, конечно, у этой BMW. BMW. А вы вообще в курсе, когда они там 10 ядерные, когда выйдут?
Может 8-ядерный не брать, подождать сразу, потом 10 ядер взять, попробовать, да и все. Потому что когда много процессоров в массу пойдут, и цена, соответственно, он пойдет. Потому что я 6-ядерный брал еще сколько лет назад, а он еще до сих пор как бы, ну, много продают 6-ядерных, да, это еще ничего такого нет. То есть не так не устарело. Лондон. Бах! Только вот это был удар. Удар, удар, еще удар. Чё-то я расслабился. Да, блин, не в ту сторону повернул. Так хорошо шел за первым, точнее вторым. А, второй опять. Ну ладно, хрен с ним. 8-ядерник, да, ну 8-ядерник, видюха. $7600 она еще нормальная. Вот, короче, если ты возьмешь, тогда я тоже потом поменяю. GTX 2070, это GTX, это GeForce, наверное, да? Я первый раз в жизни собираю на AMD комп. Но у меня тоже все время Intel был. Ну, купленный, я ничего не собирал. А тут AMD купил, нормально все. Ну, как бы норм. Жить можно. Чуть дешевле мне был Intel AMD-шник. И работает, делает. Такс. Что-то дождь идет, блин, в игре. На улице идет снег. У нас зима. Ё-моё. Ziehst du hier eigentlich je wieder aus? Hör nicht auf ihn.
Такс. Так, ну что, мы будем машину менять? 44 тачки здесь. Да, видюха от AMD, нормальная штука, чё? Вот моя любимая, а? Давайте на ней прокатимся и на работу. Ну, поехали. Вот это звук, а. Ну, если ты 7600 возьмешь, Тимур, скажешь мне нормально, нормально, тогда, может, тоже возьмем. Мне больше рабочая память интересна, чем видеокарта. Видеокарта мне хватает для своего этого, да? А рабочая память, не знаю, вот, думаю, добавить, не добавить, или проще 3-4 годика подождать. И потом просто компьютер новый взять. Да, 3080, а они ж там вообще были такие все прям хихи, ха-ха. Так. Давай-ка, смотри какой звук, она Порше. Ну-ка, ну-ка. Управляемость даже лучше, чем на этот, на BMW. А куда ж ты едешь? Блин, я совсем забыл. Совсем забыл. У меня вам премьера идет, блин, на канале на моем. Ссылку забросил. Ё-моё, я забыл совсем. Сегодня ж пятница, у меня по пятницам там выходит каждую пятницу серия. Вот так вот, блин. Ё-моё. Пипец. Ну ладно, потом посмотрим. Вон посылочка, кто переходите. Я забыл совсем, блин, неделя так быстро пролетела, видишь, я всю неделю во вторую смену работаю, и у меня, блин, почему-то у меня еще внутри организм думает, что четверг. На самом деле это уже пятница, да? Что-то я запутался чуть-чуть. А, вот. Не, ну Porsche, конечно, GT2 RS, это прям
Пушка-гонка, да. Пушка-гонка. RTX 360. Ну, 3060, да. Ну, прикольная серия, блин. Я не знаю, кому что, но... Бум-бум-бум-бум. Гонки, гонки, гонки. Поехали, поехали. Подожди, стоять. Все, хорошего, да. Всем, кто работает, много не работать. И мы сейчас тоже на работу пойдем с Тимуром. Всем хорошего дня, посмотрим. Вот, до разогрева включать игры между делом, а то прям вообще давно не играл, уже говорю, расслабился. Забыл, как тут что работает. Но Porsche, конечно же, удивляет. Вау. Даже если ездить не умеешь. Да ё-моё. Приехали, короче. Приехали! Остановился, пускай все уедут, посмотрим, насколько я вообще догоню кого-нибудь, не догоню. Просто интересно, вот такой спортивный интерес. А вон уже едут, догнал. Не, Porsche, класс тачка. Поршень. Минус забор, минус пальма, минус забор. Смотри, я отставал на километр от первого. На полпути уже догнал троих. Что это за тачка? Просто пушка-гонка. Такой затяжной дрифт на скорости 140.
Вон еще одного вижу. О, да ладно, я еще кого-нибудь догоню, что ли? Все-таки не последний будем. Yeah. Сейчас чат прочитаю, обязательно на финиш приеду. О, я еще четвертого догнал. Смотри, здорово. Обалдеть. Тачка просто пушка. А вон третьего вижу, но уже, наверное, не успею. Осталось 2%, 3%. Да. Да. Но было неплохо. У нас тоже говолет был чуть-чуть. Смотрю, как драйвер летает, аж страшно. Так мне самому страшно. Что думаешь, я меня так заносит от страха. Руки трясутся, руль держать нормально не могу. Ребят, все, кто был на стримчанском, огромнейшая вам благодарность. Я побежал, нужно на работу. Там по ссылочке забегайте. Блин, премьера идет. Забыл вообще, сам в шоке, хотел быть. Но надо теперь бежать на работу. Так что всем классных выходных. На выходных, если получится, обязательно что-нибудь здесь включим. Такие вот дела. Так что до скорых встреч. Блин, классная тачка. Покорябал чуть паршака. Все, спасибо всем. Алекс, Тимыч, Костя. Всем спасибо. Забегайте. До скорых встреч.